Со слов клиента, посудомоечная машина Bosch не мыла посуду. Я первым делаю что? То, что мне не требует особых усилий. Я убираю нафиг отсюда корзину, проверяю импеллер, крутится и не крутится. Ну, естественно, за ним сразу проверяю фильтр. Чистый, нечистый, ухаживает, не ухаживает. В данном случае он вполне даже себе удовлетворительный. Дальше я запускаю посудомойку и слышу, что мотор крутит, а характерных брызгов воды нет. И я начинаю делать то, что ненавидят все мастера по ремонту посудомоечных машин. Это демонтаж встроенной посудомоечной машины. Ну ладно, я ее вытаскиваю, сбрасываю нажатием двух кнопок. Программа сбрасывается в ноль. Закрываем дверцу. Программа сбрасывается. И посудомойка начинает избавляться от всей той воды, которая у нее сейчас внутри есть. И, пожалуйста, обратите внимание, чтобы у вас сливной шланг был подсоединен под углом не менее чем 45 градусов, чтобы исключить вероятность того, что вода будет попадать из отстойника в шланг. Сигнал окончания сброса программы мы услышали. Теперь выключаем посудомойку, включаем и убеждаемся, что мы можем переключать программы. Ну, я обычно для проверки включаю программу на 45 градусов. Как и в любой посудомоечной машине, любая программа начинается со слива. Начался впрыск воды. Никакого там насоса нет, вся вода поступает под естественным давлением из трубопровода. Вот это у нас катушка, сюда подается 220 вольт, и вода поступает вот по этому шланчику в теплообменник через расходомер. Вот эта белая штучка — это расходомер. Он у нас отвечает за то, какое количество воды следует поступить в посудомойку. И я снова, теперь уже четче, слышу работу мотора рециркулятора, но при этом характерных звуков воды, которые должны биться об стенки, я не слышу. Ну пусть мотор не работает, а теперь давайте измерим, приходит ли напряжение на ТЭН. Берем, выставляем мультиметр на напряжение, обязательно, естественно, на переменное напряжение. AC — это переменка. Теперь оба щупа мультиметра следует подцепить на контакт, где у нас красно-белый провод и зелено-белый провод. В целях безопасности я остановил посудомойку, открыв дверцу, чтобы подцепить крокодилы. Только что произошла очень странная попытка включения ТЭНа. Опять? Еще один раз. Я приоткрыл дверцу и снова закрыл, чтобы приостановить программу и перезапустить ее. На удивление, ТЭН начал работать, как ему и положено. Странно. Я снова приоткрыл дверь и закрыл ее, чтобы прислушаться к мотору-рециркулятору поближе. Так как пропало напряжение на ТЭНе и характерные звуки воды об стену.
Ага, значит мотор работает, а давления внутри нет. Но это оставляет мне только один выбор. Разобрать мотор рециркулятор. Начинаем замес. Тупо переворачиваем машинку и подставляем тазик под теплообменник, чтобы не залить полы. Откручиваем два винта и убираем эту железку. На задней части откручиваем еще два черных винта. Плоской отверткой убираем пружины натяжители дверцы. И вуаля, комрады! Теперь можно доставать и моторчик. Рециркулятор удерживает только один одноразовый хомут. Я его обычно снимаю отверткой, но здесь почему-то я решил воспользоваться круглогубцами. Ни в коем случае не тянем мотор, потому что флянец рециркулятора плотно засунут во втулку. Мы как бы расшипериваем стык между флянцем и вот этим резиновым патрубком. Отмечаем, или лучше фотографируем на телефон распиновку проводов. Наконец-то мотор-рециркулятор полностью у меня в руках. Аккуратно поддеваем фиксатор отверточкой. Поворачиваем флянец против часовой стрелки. И аккуратно выковыриваем его от мотора. Крыльчатка самого рециркулятора, она у меня выскочила. По мере эксплуатации она просто оторвалась. Ну и решение тут очень простое. Нанести клей на ребра этой самой крыльчатки и посадить его на мотор.